Так, давайте посмотрим коробку с моделью звезды. 350 масштаб, князь Суворов, флагман второй Тихоокеанской эскадры, броненосец. Соответственно, модель корабля в 350 масштабе. У звезды есть несколько моделей кораблей различных эпох в этом масштабе, и вот одна из них. Соответственно, коротенькую историческую справку, наверное, постараюсь совсем небольшую, а историческая справка есть в инструкции. Это новая генерация коробок звезды, но оборотной стороны здесь ничего нет. Ни фоток собранной модели, ни исторической справки, и, наверное, поэтому кратко я что-то расскажу. Соответственно, прототип корабль-броненосец относится, собственно, исторически к периоду русско-японской войны, 1905 год. Соответственно, это единственный, собственно, по определенным причинам эпизод истории, где этот корабль успел отметиться. В общем, война с императорской Японией, российской же императорской России, соответственно, велась на Дальневосточном театре военных действий. Одним из, соответственно, основных мест, где, собственно, концентрировали сражения, были российский порт, военно-морская база Порт-Артур. Японцы его осадили, шла долгая тяжелая осада, сражение. В Порт-Артуре базировалась так называемая первая Тихоокеанская эскадра большого количества кораблей. Война шла для императорской России, в общем-то, крайне неудачно. Первая Тихоокеанская эскадра в результате сражений, в результате попадания на морские мины, в результате, в том числе, обстрелов в гавани Порт-Артура, практически перестала существовать на какой-то определенный момент. В частности, в ее составе погиб небезызвестный крейсер «Варяг», по которому есть песни, и у звезды, кстати, тоже есть модель крейсера «Варяг» в 350 масштабе. Он как раз относился к первой, так называемой Тихоокеанской эскадре. И, в общем, угроза этой важной стратегического пункта, этой военной гавани, потеря ее была очень реальна, поэтому, соответственно, высшими офицерами, штабом и императором Николаем II прорабатывались какие-то меры по отправке помощи, соответственно, на Дальний Восток, соответственно, чтобы спасти от захвата данный важный стратегический порт. Для чего была собрана так называемая вторая Тихоокеанская эскадра. Собиралась она, соответственно, в Балтийском море, совершенно, то есть, грубо говоря, на другом конце света от Дальнего Востока, где происходили события русско-японской войны. Ядром ее как раз стали 4 однотипных современных броненосца, как раз буквально спущенных на воду незадолго до, собственно, начала русско-японской войны. Значит, эти 4 корабля, соответственно, назывались князь Суворов, Бородино. Бородино это броненосец дал название типу, то есть все 4, на самом деле 5 броненосцев, они как бы относились к типу кораблей Бородино. Соответственно, их названия были князь Суворов, Бородино, император Александр III и Орел. Также был 5-й броненосец Слава, но того же типа. То есть они выглядели практически одинаково, то есть корабленного проекта, но броненосец Слава не успел. Соответственно, его не успели сдать к событиям русско-японской войны, но зато он потом поучаствовал активно в событиях Первой мировой войны через несколько лет. Ну и, соответственно, только 4 корабля, вот эти 4, они стали ядром Тихоокеанской эскадры. В частности, броненосец князь Суворов, вот эта модель, был флагманским кораблем эскадры, на нем держал свой флаг командующий соединением Рожественский. И практически через полмира, аж из Балтийских морей, аж в Японское море, соответственно, была отправлена эта эскадра. Помимо 4 этих броненосцев, там было огромное количество кораблей, и другие броненосцы, более устаревших конструкций, крейсерный отряд, крейсерский, и огромное количество различных вспомогательных судов, технического назначения, транспортов, отряды миноносцев, и так далее. Соответственно, где-то примерно полгода пришлось им огибать Африку и так далее, чтобы добраться до Тихоокеанского театра военных действий. И, собственно, насколько я помню, Порт-Артур был сдан, потерян в результате длительной осады, пока шла эскадра. Соответственно, приказ эскадре был в итоге дан пробиваться во Владивосток. Порт Владивостока, российская территория. Соответственно, эскадра была перехвачена японским флотом у Цусимских островов. Это, фактически, это японские острова, оконечность императорской Японии. Началось так называемое Цусимское сражение, которое, в общем, обернулось полной катастрофой для российского императорского флота. Вторая Тихоокеанская эскадра была практически разгромлена, перестала существовать. Большая часть кораблей была либо потоплена, либо взята в плен, либо какой-то части удалось небольшой части кораблей удалось либо прорваться до берегов Российской империи, либо быть интернированным в каких-то нейтральных портах. Судьба, собственно, 4 броненосцев, которые были ядром данной эскадры, 3 из них были потоплены, соответственно, это как раз были князь Суворов,
я, конечно, боюсь сейчас, да, князь Суворов, Бородино и Александр III. Броненосец же Орел уцелел и был взят в плен, и позже под другим названием включен в состав японского императорского флота. Соответственно, у звезды, кстати, есть не только модель князя Суворов, у нее еще есть две модельки, соответственно, броненосцев Бородино и Орел. Почему-то броненосец Александр III своей отдельной модельки не удостоился. Но, по сути, это, так как корабли однотипные, все эти три модельки, три разные коробки, они, по сути, просто являются вариантами одного и того же набора. Вот, соответственно, что? Ну, кто хочет про эти события, может отдельно почитать, это все довольно интересно. Причины катастрофы, как вообще поражение русско-японской войны, конечно, там много разных, в частности, по второй Тихоокеанской эскадре, соответственно, называют как общий, в общем-то, достаточно неудачный стратегический план всего этого предприятия, так и технические недостатки кораблей, участвующие в походе, так, собственно, и частично низкую боевую выучку экипажей и офицеров, не готовых, соответственно, к таким событиям. Но, тем не менее, в принципе, конечно, экипажи повели себя достаточно героически, и сражение все равно как бы было достаточно ожесточенным, но закончилось, в общем-то, потерей всего этого флотского соединения. Так, давайте смотреть коробку. Коробка у нас открывается, значит, сверху. Как обычно, у звезды внутри вторая коробка с верхней загрузкой. Модель, если что, 2005 год, то есть не очень-то новая. Ну и по меркам звезды не сказать, что прям такая уж старая. Внутри, значит, у нас инструкция. Пакеты с пластиком, ну точнее вот еще отдельно без пакета лежит подставка, еще какие-то детальки. Ну да, детальки подставки, собственно. Пакет с пластиком, да, один пакет, все у нас в одном большом пакете. Бумажка, я так понимаю, для, соответственно, имитации флагов. Это просто, ну, реально просто обычная бумажка, вот он предлагает вот так вот сделать флаги. И небольшая декалька, собственно, так, подцепить бы, конечно, да. Соответственно, с названием корабля, это, видимо, на подставку, с небольшими декальками, собственно, князь Суворов на борта корабля, видимо, название, ну, эмблема герб Российской империи, это, если я не ошибаюсь, на нос корабля должна у нас наноситься, ну, предупреждение. Как обычно, начнем, собственно, с инструкции. Историческая справка у нас здесь только на инструкции, соответственно, наверное, примерно то, что я и уже сказал, написано более коротко. Значит, такая вот раскладушка. Начинается все, соответственно, да, если что, набор разработки чисто звезды, это вроде как никакой не перепак, соответственно, с разверткой комплектации. Вот мы видим все литники, подставочку, и дальше сразу начинается сборка. Вот так это все выглядит, соответственно, начинается все. Ну, достаточно стандартная схема для корабельных моделей. Это стыковка вот такая продольная, половина, собственно, корпуса. Ну, частично тут небольшого количества калибра уже орудия устанавливаются. Дальше у нас второй шаг — двигательная установка, два винта. Если что, кстати, вспомнил интересный факт. Во вторую Тихоокеанскую эскадру уходил также небезызвестный крейсер «Аврора», который, кстати, один из немногих кораблей уцелел, насколько я помню, прорвался к берегам России. Ну, потом, соответственно, стал участником известных исторических событий. Помните, у нас был обзор на модель моделиста крейсера «Аврора», да? Ну, который огонек на самом деле. Так вот. Соответственно, что? Да, потом начинаются надстройки, палуба, вот такая одна большая крупная деталь, надстройки, соответственно, тут мелкие подсборки, как надстройки у нас собираются. Потом, значит, собственно, башни орудия, вот такие вот они интересные. Нет, не башни орудий, ну, да, это боковые казематы орудий, башни у нас. Ну, точнее, это боковые башни, это не казематы у нас немножко по-другому выглядят. Соответственно, опять же, площадки всяческие, верхние с мелкими, ну, скорее всего, мелкокалиберными орудиями и так далее. Значит, все это ставится на корпус корабля постепенно, вот так вот он обрастает надстройками, мелкой детализацией. Тут появляются всякие лестницы, мачты частично. Ну, судя по всему, это у нас основной калибр. Вот такие, ну, не круглые, такой интересной овальной формы башни. Соответственно, трубы, соответственно, двигательные установки. Кое-что вот придется здесь по этой теме вырезать. Так, и, соответственно, что? Всякие детали каких-то обзорных площадок, мелкой детализации. Ну, в общем, в целом, достаточно по-звездовски, ничего особенного тут нет. Звездовские модели, конечно, более детализированные, чем какой-нибудь древний этот самый огонек интерпретации моделиста. Тут и детализации побольше, и пластик, конечно, не такой дубовый. Все выглядит повеселее. Ну, вот много детализации, различные вот у нас элементы всяких площадок по верхним, скажем так, палубам показано. Кое-где у нас уже сложные элементы разъяснены на отдельных фресках.
Ну, долго рассказывать смысла нет, так как, в принципе, я не особый знаток флота из специфической терминологии. Ну, вот шлюпки, баркасы, спасательные детали по мачтам, соответственно, 2 мачты. И в короткие, в принципе, 15 шагов, 16 шагов мы уложимся по сборке. Ну, модели такого масштаба кораблей именно по сборке из пластика, они никогда не бывали прям особо сложными. Сложности, наверное, начинаются скорее, когда вопрос заходит о какой-то мелкой деталировке, доработках и так далее. Так, соответственно, что? В самом финале нам показывают, как должен быть выполнен такелаж. Если что, в наборе у нас по непосредственно такелажу звезда не дает ничего, кроме этой схемы. То есть, собственно, из чего мы будем делать этот такелаж? Это наша исключительно задача, то есть нам какая-то нужна тут нить, мононить, что-то такое. Ну, хотя бы нам дали какую-то приблизительную схему, это на самом деле очень радует. Понятно, что она, конечно, упрощена вот относительно, да, даже на боксарте видно, но в принципе она какая-то есть. И показана схема окраски, соответственно, в 2 проекциях, сверху и с левого борта получается, где показано, как разместить те самые флаги, которые нам предлагает сделать звезда. Ну, конечно, из таких вот бумажек я не думаю, что очень, конечно, это презентабельно будет выглядеть, эти флаги квадратные. Может быть, что-то автомаркетное можно найти. Показаны краски. Да, кстати, на самой коробке, да, краски были тоже показаны. Это еще такая коробка нового формата, но еще, видимо, не переходная, без с красками звезды Хамброла вместо тонинга, как сейчас обычно. 356 деталей, да, я не сказал в начале, 34 сантиметра готовая модель. Тут, соответственно, у нас, да, у нас тоже Хамброл исключительно и звезда. То есть эта модель коробка производства тех лет, когда еще звезда не перешла на указание красок Томии, ну, возможно, уже в текущих годах, когда производятся покупцы эти коробки, там уже, наверное, это, скорее всего, поменялось. Что еще? Ну, подставка, соответственно, что это мы уже видели. Наверное, больше особо сказать по инструкции нечего. Сразу по инструкции могу сказать, что 2 момента, которые лично для меня, мне кажутся, сильно, конечно, уменьшают привлекательность внешней модели, да, если один из этих моментов звезда нам дала, в принципе, какие-то указания, это именно такелаж, да, но, собственно, его изготовлением, кроме как инструкции, самим такелажем нам придется самим заботиться. И второй момент — леерное ограждение, да, то есть леерное ограждение по бортам, по каким-то настройкам и так далее. То есть по ним звезда не дает вообще ничего, в принципе, наверное, это логично, потому что в пластике настолько мелкие элементы, скорее всего, выполнить в данном масштабе просто невозможно, но, тем не менее, корабль без леерных ограждений, да, вот можно, например, в карте глянуть, да, как вот это все выглядит, должно выглядеть. То есть это все проходит в самых заметных местах, собственно, по борту и так далее. Будет, конечно, выглядеть достаточно лысо. Так что вот 2 вот этих момента, которые у нас по факту, ну, очень слабо наговорены или не говорены еще вообще в инструкции, я бы их, конечно, в любом случае дорабатывал. То есть это нужно какие-то купить проблемные леерные заграждения, что-то такое, и все-таки, наверное, хотя бы частично на самых видных местах их разместить, чтобы, конечно, моделька не выглядела настолько лысо. Вот, собственно, все, что хотел сказать по инструкции. Соответственно, что, давайте смотреть пластик. Да, опять же, повторюсь, все в одном пакете. Нетипично для звезды, обычно полиэтилен, не такого, не блистерного такого типа. Так, конечно, все у звезды упихано в один пакет, но вроде бы не сильно там сжато, насколько я понял, было. Начнем с крупных деталей, да? Соответственно, корпус. Да, вот эти вот вещи называются казематы, характерные для броненосных кораблей той эпохи, формат установки орудия, хотя их не то что много здесь. Ну, видно, что, конечно, чувствуется некая архаичность литья, я бы сказал, даже, возможно, топорность. Честно говоря, попахивает как будто немножко литьем низкого давления. Вот, серьезно. Может быть, мне, конечно, кажется, но как будто вот общая такая вот текстура слегка, как будто с какими-то там шероховатостями. Но не знаю, я не уверен, где это все и на каких мощностях звезда это все отливала, но как будто выглядит немножко, как будто частично архаично немножко выглядит. Но, в принципе, каких-то, кроме некоторой заплывшести, прям каких-то, ну, небольшого облойчика, каких-то серьезных проблем я не вижу. Ну, посмотрим, что будет дальше. Соответственно, ну, иллюминаторы все даны вот мелкие, исключительно просто выштамповка на пластике, соответственно, ну, что еще можно сказать? Собственно, наверное, больше ничего сказать и нельзя на данном этапе. Еще из крупных деталей, ну, соответственно, палубы, я насколько понимаю, с штамповками под надстройки. Бородино, соответственно, написано у нас, ну, видимо, изначально, возможно, князь Суворов Александр III. Угу. Ну, кстати, вот интересно, забавно вообще, если увидеть на рамках интересные надписи, да, в частности, по-латински написано Бородино,
написано 1.350, на другой рамке вот мы видим надпись «Князь Суворов Александр III», что забавно, насколько я понимаю, у «Звезды» нет модели в коробке броненосца Александр III, который был в этой серии. И латинские надписи, и отсутствие как будто бы клейма в штамповке от «Звезды» говорит мне как будто бы о том, что я не очень уверен на самом деле, что эта модель сделана полностью «Звездой». Либо сделана на своих обычных мощностях, все по-английски на этих штамповках. Хотя имеющие у меня сведения говорят, что якобы все-таки это у нас, собственно, исключительно «Звезда» делала. Ну да ладно, может быть сведения неполные, может быть техпроцесс изготовления пресс-форм был какой-то не совсем стандартный, например, купленный у кого-то свет пресс-формы, ну кто знает. Ладно, что у нас по, соответственно, вот у нас текстура палуба вот такая, да, исключительно пластик. Я слышал, упертые судомоделисты частенько заменяют, соответственно, палубы на кораблях на автомаркетные деревянные. Ну, текстура какая-то вот есть. Также здесь размещены какая-то мелочевка, в частности, вот по винтам, 2 винта. Но видно, конечно, подзаплывший немножко пластик. Видно, что заусенцы обои кое-где появились уже. То есть, в принципе, конечно, качество пресс-формы, видимо, не идеальное. И, честно говоря, действительно, это все немножко как будто бы отдает литьем низкого давления. Я, правда, не уверен, но выглядит похоже. Также еще один, собственно, у нас литник большой по палубе. Там, наверное, верхняя, возможно, это, возможно, нижняя или передняя, задняя, как они там у них пересекаются. Соответственно, с большим отверстием под башней главного калибра. Ну, текстура типа досок палубы. Здесь же у нас также находятся детали надстроек, видимо, частично, или куботраком, что-то там казематом, не совсем точно уверен. Детали, соответственно, различных площадок на различных уровнях корабля, находящихся. Куча мелкой всякой деталировки, довольно много. Что еще можно сказать? Ну, в принципе, да, литник, вот я вижу, загнуло достаточно сильно. Не знаю, насколько это сильно сказалось, собственно, на качестве деталей, как это влияет или нет, но видно, что его достаточно сильно саму рамку повело. Посмотрим. Это будет, конечно, понятно только при сборке. Ну, в остальном, каких-то прям вот явно бросающихся в глаза эффектов. Именно по литью, помимо общей некоторой замыленности, что ли, ну, наверное, не могу ничего такого прям явно отметить, кроме, ну, мизерного какого-то обоя кое-где. В принципе, вот так это все выглядит. Давайте смотреть. Два одинаковых литника. Так, да, полностью дублирующие друг друга. Соответственно, детали с башни главного калибра. Соответственно, их было две вроде как, поэтому дублируются детали по трубам. Соответственно, вот они в обои, тут видно, это заметно. Ну и опять же, много-много-много всяческой мелочевки. Стволы орудий, соответственно, вот опять же главный калибр попарно. Понятное дело, что стволы не рассверлены абсолютно никак. Это все нам придется делать самим. Ну, куча всяческих более мелких, видимо, башен более мелких калибров и т.д. и т.п. В общем, немножко похоже по духу, как будто бы на огонек с его этим самым броненосцем Потемкиным и крейсером Аврора, но как бы все-таки, конечно, другой уровень. Тут, конечно, и деталей намного больше, деталировки, он сколько всячески навалили, литников довольно много. Соответственно, оно как бы немножко по духу напоминает, но как-то все-таки бы и нет. Ну и да, повторяющий литник абсолютно такой же, и помимо этого еще два тоже, да, одинаковых литника, где у нас, соответственно, спасательные шутки-баркасы, и по всему либо орудия, ну, скорее всего, да, орудия, наверное, совсем мелких калибров, тут, может быть, частично пулемет, да, вот скорее всего, вот это, наверное, пулеметы у нас. Якоря, там еще какая-то дублирующаяся мелочевка и т.д. и т.п., ну, как бы, ну, по крайней мере, ну, видно, конечно, кое-где есть утяжины. Утяжины в основном есть на тех местах, где, наверное, они не будут видны, вроде как бы это технологически оправдано. На остальных таких, в принципе, гладких поверхностях, ну, я бы не сказал, что какие-то вижу явные дефекты. В принципе, плюс-минус это все выглядит адекватно для такой ценовой категории модели, года выпуска и так далее. И вот отдельный литничек, который у нас буквально специально пронумерован, помаркирован, точнее, что он относится к модели князь Суворов и к, не знаю, несуществующей в «Звезде» модели Александр III. Опять же, к вопросу звездовская ли это модель, не совсем понятно. Здесь, судя по всему, у нас как-то должны отличаться трубы и какая-то еще мелочевка. Ну, хочу отметить, что даже в кораблях одного проекта, да, так как это, в принципе, корабль, это огромная, дорогая штуковина, конечно, могли на разных этапах вноситься
какие-то свои изменения, так что, в принципе, знатоки, скорее всего, знают, какие отличия могут быть соответственно, у 4 броненосцев даже одного проекта, даже построенных примерно в одно и то же время. Ну, а мы, собственно, будем заканчивать. Да, декальку я, собственно, уже показывал. Показывать больше, собственно, нечего. Деталей к модели набора не так, чтобы много, в принципе. Вот такой вот у нас броненосец князь Суворов.